Привет, меня зовут Алексей. Сегодня хочу поговорить о том, как шаг за шагом идеально настроить свою камеру для съемки видео. Есть несколько основных настроек, с помощью которых мы можем сделать свое видео более кинематографичным, плавным и приятным к просмотру. Это выдержка, диафрагма и ISO. Если вы недавно начали заниматься видео, то первое, в чем вам нужно разобраться, это как работает каждая из этих трех настроек. Я буду показывать на примере моей камеры Sony Alpha 6400, но эти настройки универсальные и они подойдут для любой камеры. Для начала нам нужно перевести камеру в ручной режим экспозиции, чтобы мы сами могли выставить нашу выдержку и диафрагму. После того, как мы это сделали, первое, что мы будем настраивать, это наша выдержка, или скорость затвора, или shutter speed. Это одно и то же. Выдержка определяет то, насколько смазанными будут движущиеся объекты в кадре, и она всегда должна быть в 2 раза больше количества кадров, с которым мы снимаем. Например, если мы снимаем 24 кадра, выдержка должна быть 1/50. Если мы снимаем 120 кадров, 1/250. При таком соотношении мы получаем естественный motion blur, который мы привыкли видеть в кино, и картинка кажется более естественной, плавной и кинематографичной. Есть сценарии, при которых мы можем не придерживаться этого правила. Например, когда мы снимаем динамическую сцену или нам надо, чтобы наш объект был как можно четче, можно поставить выдержку не в 2, а в 4 раза больше. Но в основном, ставя правильную выдержку, мы всегда будем получать плавные естественные кадры. Если скорость затвора будет меньше, тогда кадры будут выглядеть слишком размазанными и нечеткими. Если больше, картинка будет выглядеть резкой и неестественной. Обратите внимание, что чем выше скорость затвора, например 1/250, тем больше света нужно камере для правильной экспозиции. И возможно это не лучший вариант, чтобы снимать в условиях, когда света недостаточно. Второе, что мы будем настраивать, это диафрагма. Диафрагма – это регулируемое отверстие в линзе, через которое свет попадает на матрицу. Значение диафрагмы или F-число определяет то, насколько она открыта или закрыта. Чем меньше цифра после буквы F, тем больше открыта диафрагма. И чем больше цифра после буквы F, тем больше закрыта диафрагма. При открытых значениях, например F1.8, мы получаем малую глубину резкости, то есть можем размыть задний фон и выделить наш объект съемки в фокусе, и все, что перед ним и за, будет размыто, а в фокусе будет только вот это небольшое расстояние. При закрытых значениях, например F11, у нас глубина резкости будет большой, и практически весь кадр у нас будет в фокусе. Какое значение диафрагмы выбрать, зависит от вас и ваших приоритетов. Хотите вы размывать задний фон или нет. И третье, что мы будем настраивать, это наше ISO. В ISO измеряется чувствительность к свету камеры. Чем выше значение ISO, тем ярче будет наша картинка. Например, когда мы выставили нашу выдержку и диафрагму, и нам не хватает света для правильной экспозиции, мы можем компенсировать его поднятием ISO. Но чем выше мы будем его поднимать, тем больше шума будет появляться на нашей картинке. И в зависимости от того, на какую камеру вы снимаете, это значение может быть разным. Например, на камерах Sony, которые довольно неплохо таки снимают при больших ISO, я стараюсь не поднимать его выше 3200. А вообще лучше держать ISO как можно ниже, чтобы получить чистую картинку без шумов. Но бывает ситуация, например, когда мы снимаем ярким днем на улице, когда мы выставили нашу выдержку, диафрагму, поставили минимальное ISO, а кадр все равно пересвечен, переэкспонирован. Тогда у нас есть несколько вариантов, как исправить нашу экспозицию. Первое, мы можем поднять скорость затвора, но тогда мы получим слишком резкое изображение, которое будет неестественно смотреться. Второе, мы можем закрыть нашу диафрагму, но тогда мы потеряем глубину резкости и практически весь кадр будет в фокусе. И последнее, это самый лучший вариант, это использовать ND-фильтр. Это специальное затемненное стекло, которое мы накручиваем на свою линзу, и с помощью него мы можем компенсировать переизбыток света. Мы можем оставить наши настройки камеры и с помощью ND-фильтра контролировать нашу экспозицию. Если вы хотите снимать качественные профессиональные видео, то эта штука, без которой вам не обойтись. Ссылку на тот, которым пользуюсь я оставлю в описании. На каждой линзе есть маркировка с диаметром, так что при заказе ND-фильтра убедитесь, что вы выбрали правильный размер. На этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас остались какие-то вопросы или у вас есть что добавить, пишите в комментарии. Пока!